Всех приветствую! Сегодня запишу небольшой коротенький видос, потому что биткоин у нас по-прежнему стоит на месте. Тот заброс наверх, который был вчера и частично сегодня, это не заходной импульс. По-прежнему мы слишком низко не ушли, но и заходного импульса, подтверждающего разворот, также нет. Поэтому по биткоину предыдущий видос актуален, и если интересно подробнее, смотрите его. То же самое касается и эфириума. Подтверждение на рост пока и не дало движения. По Ripple. По Ripple здесь немного интереснее. Мы пробили предполагаемый треугольник. Сейчас у нас идет откат. Вот за этим нужно последить. Если мы его здесь своеобразно так протестируем и пойдем дальше наверх, то велика вероятность, что мы будем пробивать предыдущие хаи, а это район $2. Если же это был ложный вынос и мы пойдем сейчас ниже, то, конечно же, рост пока отменяется. По Ripple вот такой прогноз. Ну и причина выпуска сегодня видоса – это засланные вами донаты. 3 монеты я сегодня рассмотрю дополнительно, присланные в донат. Это SXP, начнем с нее. Давайте глянем месяц. На месяце у нас монета пока выглядит бодро, объемы на месте. На недельках также все в порядке. На дневках смотрим. На дневках здесь уже менее радостная картина. Чуть-чуть объем у нас пониже. Индикатор также не превышает предыдущие значения. Что касается структуры. Из того, что сейчас показывает график, наблюдается вот такая структура, как 1, 2, 3 у нас вот здесь, 4 и 5. То есть здесь есть все 5 волн импульса. Дивергенция в конце движения, снижение объемов, повышенный объем в третьей волне. Все по классике. Что сейчас стоит ожидать? Естественно, завершенный импульс – это тоже импульс. А значит, что данное движение вполне вероятно может быть просто волной 1 в следующем большом цикле роста. Зона, в которую у нас скорректируется данный импульс, находится вот на данных уровнях. Вот здесь. Посмотрим на 4 часах. Что здесь видно? Мы пришли в отмеченную зону, мы пришли в оптимальную зону разворота. Что касается самого разворота, его подтверждения пока нет. Нужен хороший заходной импульс, на откате которого стоило бы покупать. Что сейчас у нас из того, что говорит о скором развороте? Дивергенция на лонг, выброс объемов, сбитие стопов. Пока все выглядит неплохо. Единственное, нет заходного импульса, который очень важен. Если вы еще не в позиции по данной монете, то я бы подождал более надежного входа. Глобально приоритет здесь на лонг. Если мы развернемся с данных уровней, давайте предположим, что у нас коррекция завершится на данных уровнях и мы пойдем вверх прямиком отсюда, то зона, оптимальная зона для третьей волны находится вот здесь. То есть в район, вот можно даже пониже ее поставить, так как здесь психологическая такая цена в $10. Я думаю, в районе $10 вполне данную монету SXP можно будет увидеть в скором будущем, после того, как завершится здесь коррекция. Давайте посмотрим следующую монету. Это у нас Sol. Что мы здесь по Solana этой смотрели? Вот мы ее когда еще рассматривали, практически еще в декабре, в январе, в самом начале этого года. Я не помню, на канал ли я это рассматривал или себе, что у нас здесь случилось. Ну, в принципе, все так, как и было. Объемы, третья волна, коррекция и поход наверх. Вот здесь даже у нас пятая волна завершилась. Пошли вниз, но Solana не захотела останавливаться и поперла вверх. То есть это была волна 1, 2 в какой-то структуре и пошли дальше наверх. Давайте посмотрим на данный момент, что у нас представляет из себя график. Вот такой у нас график на месяц. Объемы вниз идут. Тенденция затухает. Здесь также просматривается снижение объемов во время движения цены наверх. Вот здесь у нас было дно. Объем у нас примерно здесь. И здесь выброс, и здесь пошел выброс. Большие растянутые волны. Что у нас сейчас здесь наблюдается? Сейчас у нас не очень хорошая ситуация, а именно очень похоже на завершение тенденции. Вот на такую штуку здесь похоже. Потому что объемы здесь у нас все ниже, ниже и ниже.
индикатор тоже очень низко в сравнении с предыдущими значениями. Сколько у нас длится третья волна? Нет, здесь вот такая больше похожая ситуация, что здесь у нас тройка завершается, после чего есть возможность сходить еще и на пятую после большой коррекции. Куда у нас стоит ждать третью волну? Ну вот они уже все пробили. Вот здесь вот уровень Фибоначчи, на котором может завершиться рост. В общем, по Solana стоит быть осторожным и подпираться стопами, если вы в позиции, потому что здесь очень много факторов на то, что скоро движение развернется, либо приостановится для какой-то коррекции. Что об этом говорит? Снижение индикатора, снижение объемов, завершение структуры, уровень по FIBA. Входить здесь точно не стоит. Если разворот будет отсюда, то оптимальная зона коррекции у нас находится вот здесь. Вот здесь, знаете, какая может быть история, что мы еще прострелим наверх, и у нас зона коррекции как раз-таки и будет располагаться вот в этой проторговке. В общем, оставлю зону расчетную, основываясь, если мы здесь закончим движение. Ну и вот эту проторговку тоже имейте в виду. Можем и скорректироваться лишь до сюда, если развернемся. Подытоживая, входить здесь не стоит. Если в позиции, стоит рассмотреть использование трейлинг стопа. И последняя монетка, Bake. Что у нас здесь на ней? Так, на месяце. Тоже молодая монета. На неделях одна свеча с большими объемами. На дневках просматривается пока вот такая структура. Волна 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас посмотрим, завершилось ли здесь все это движение. Ну, кстати, вполне вероятно. Третья, четвертая. И сейчас у нас развивается пятая волна. Объемов практически нет. Очень пониженный. Индикатор также внизу. Что у нас по уровням? Зона коррекции. Мы отсюда и развернулись. Предположительно пока. Зона, докуда мы можем продлить пятую волну, находится вот здесь. Но, естественно, не забываем про предыдущий пик. А мы его уже, в принципе, практически достигли. Вот такая здесь история, что по бейку здесь не видно большой такой силы, чтобы продолжить пока движение. Естественно, все может поменяться, и мы можем сейчас как сумасшедшие выстрелить. Но пока выглядит все это вот таким образом. А вот они зоны, куда мы можем по ней сходить, по этой монете. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!